Большое спасибо за возможность задать вопрос. А откуда вы? Я из Германии. Я являюсь руководителем и главным акционером инвестиционной компании в Германии. Большое спасибо за возможность задать вопрос. Господин президент, вы неоднократно говорили, что санкции вредят экономике, в том числе и стран, которые их вводили. В частности, они бьют по ним весьма сильно. И, если честно, я абсолютно с вами согласен. Германия сейчас, я думаю, это всем очевидно, там текущее правительство Германии не действует в интересах страны, в интересах экономики Германии. Дело в том, что сама Германия серьезно пострадала. Многие немецкие компании вынуждены были уйти из России. Много немецких компаний ушло. Поэтому вопрос мой, собственно. Если времена изменятся, если ситуация поменяется, если сменится правительство в Германии, в других европейских странах, и если они разрешат этим компаниям вернуться в Российскую Федерацию, как вы отнесетесь к этим компаниям? Дадите им второй шанс? Или ущерб, который был нанесен санкциями, окажется необратимым? Большое спасибо за ваш ответ. Я уже говорил, по-моему, и на прошлом форуме, да и вообще при любом удобном случае все время об этом говорю. Мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка. И большого секрета, наверное, тоже не открою. Несмотря на политическое давление, многие партнеры, в том числе из стран Западной Европы и Соединенных Штатов, не ушли с российского рынка. Часть из этих компаний продолжает работу в прежнем режиме. Это примерно около половины компаний. Часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям. И примерно одна четверть действительно ушла. И некоторые продолжают выход из российской экономики. В том числе и крупнейшие немецкие компании. Я не хочу сказать, что исключительно в результате разрыва связи с Россией немецкая экономика и вообще европейская экономика переживают сложные времена. Но разрыв связи с Россией, безусловно, играет серьезную роль. И не только потому, что немцы и другие европейцы утратили возможность получать стабильно российские энергоносители по приемлемым ценам. Хотя это очень важная составляющая, сейчас об этом еще два слова скажу, но и по другим обстоятельствам. Невозможно продавать на нашем рынке свою продукцию, невозможно комплектующие поставлять на те предприятия, которые были ранее созданы европейскими, в том числе иностранными инвесторами в нашей стране. Невозможно использовать логистические маршруты, которые тоже приносили определенную прибыль. Невозможно использовать европейскую валюту евро для расчетов. А использование евро как инструмента глобальной экономики, как резервная валюта, тоже приносило значительную прибыль европейской экономике в целом. Результат известен. Закрываются, в частности, в Германии целые большие компании, другие несут убытки. Стекольное производство, как вы знаете, химическое производство, производство удобрений и сельское хозяйство.
несет убытки из-за этого. Серьезные причем. Рынка лишились российского, лишилось сельское хозяйство Европы, и в частности Германии, лишилось наших не только энергоносителей, газа, из которого, который является важнейшим компонентом при производстве удобрений, но и самих удобрений. Предприятия закрываются целые. Металлургическая промышленность, как результат по цепочке автомобильная отрасль, важнейшая отрасль экономики, результат. В этом году рост экономики еврозоны, по подсчетам наших экспертов и международных, составит где-то около 1%, 1 с небольшим. Рост экономики России будет, в прошлом году был 3,6%, в этом году будет около 4%, 3,9%, а может быть и 4%. Что касается обрабатывающих отраслей, то в Германии, насколько мне известно, если я не прав, вы меня поправьте, пожалуйста, падение в обрабатывающих отраслях составит 4,6%, в России будет рост 4,4%, а обрабатывающие отрасли вырастут более чем на 8%, 8,1%. Вот, да, кроме всего прочего, вот американцы вам запрещают использовать российский рынок, использовать наши относительно дешевые энергоресурсы, а в самих Соединенных Штатах создаются условия для более выгодного участия европейских, в том числе немецких инвесторов в экономике Соединенных Штатов. Это такое, прямо скажем, не очень союзническое поведение, мягко говоря. Но я здесь не хочу ничего здесь вдаваться в эти детали. В Германии это хорошо знают. Создадим ли мы условия для тех, кто хочет вернуться? Мы специальных условий создавать не будем. Мы никого не выталкивали, никому не запрещали. Наши двери открыты. Проблема в другом. Проблема в том, что вот за это время, за 2 предыдущих года, очень многие ниши, освободившиеся в результате ухода наших европейских партнеров, начали занимать и занимают активно компании из других стран, и очень быстрыми темпами, такими, которых, честно говоря, и мы сами не ожидали, идет так называемое замещение российскими брендами, число которых в разы возрастает. Поэтому просто так вернуться на свои прежние, что называется, места достаточно будет сложно. Но мы никаких специальных препятствий для этого создавать не будем. Вопрос не в нас, а в тех политических решениях, которые принимаются на уровне Еврокомиссии и в отдельных странах. Европа, в том числе и в Германии. Пожалуйста, дело не в нас, а в вас. Вы знаете, я вот сейчас, пока говорил, вспомнил одну вещь. Я когда жил в Германии, мне приятель мой рассказал одну историю. Он, если меня услышит, я его уже лет 30 не видел, не знаю, чем он занимается, но вот он гулял по Берлину, так скажем, гулял не просто в развлекательных целях, а по служебной необходимости. Подошел к берегу реки Шпрей, и там сидит дед, немец, ловит рыбу. Он его спрашивает, приятель мой, как дела, ловится рыба? Повернулся, снизу вверх посмотрел, говорит, нет. Пауза. Приятель мой спрашивает, почему? Еще пауза. Немец, этот рыбак, поворачивается, ветер с востока. На что приятель мой отвечает, все проблемы, вся грязь с востока. Немец посидел, подумал, повернулся и спрашивает, вы поляк? Честно, я ничего не придумываю. Приятель мой подумал, говорит, нет, хуже.
Теперь уже немец задумался, брови поднял, молча посмотрел и вообще никаких ответов ему не дал. Я к чему это сейчас вспомнил? Вот теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров. Сейчас мы говорим только о бизнес-среде. Но наши двери всегда открыты. У нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения. Мы очень хорошо друг друга понимали. И отличительная особенность немецких вложений заключалась в том, что они не стремились к тому, чтобы получать быстрые деньги. Они вкладывались в долгую, в промышленность. И вот сейчас, смотрите, какие проблемы у Volkswagen. Ну зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, значит, не только бы продавал свою продукцию, даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку. Мы никогда ничего не делали ни рыночного, никаких мер ни рыночного регулирования, хотя регулированием это назвать невозможно, не создавали для наших немецких друзей на российском рынке. Таких, как создавались в других местах, в частности, расследования в области экологии там, и так далее. Сейчас можно все, что угодно, все можно свалить на менеджмент Volkswagen. Только бы не замечать своих собственных ошибок. В данном случае я говорю о тех регуляторах на уровне правительства, которые принимают соответствующие решения. Они ни в чем не виноваты. Виноват всегда менеджмент. А сейчас оказались виноватыми сотрудники Volkswagen, которые тысячами выходят на забастовки теперь, поскольку закрываются предприятия. На улицу выбрасывают тысячи людей. Вот чтобы этого не было, не нужно принимать никаких решений в сфере экономики, по политическим мотивам. Ну и, наконец, самое главное, на что хочу обратить внимание. Вот вы представляете Федеративную Республику, да? Говорите по-немецки. Ну что вы мне вопросы задаете на английском языке? Самое важное – это уровень суверенитета. У нас перевода нет с немецкого. Ладно, врать, перевода у него не было с немецкого. Да, давайте. Вы хотели что-то добавить? Пожалуйста, следующий вопрос. Есть? Нет, пожалуйста, да, наш коллега из Германии хотел что-то добавить. Может, ему по-немецки что-нибудь скажет? Да. Дайте демократию у нас. Девушки, дайте микрофон господину, который по-немецки спрашивает, из Германии. Да. Владимир Ильич говорит, что он хочет, по-моему, комментарий какой-то сделать, нет? Да. Ich nehme die Gelegenheit gerne wahr, auch in Deutsch zu sprechen. Bitte. Aber bevor ich eingeladen wurde, heute zu Ihnen, Herr Präsident hat mir gesagt, sprechen Sie bitte Englisch, denn die Mehrzahl des Publikums versteht Sie nicht und wir haben keinen Übersetzer, ja, ich hab's der verstanden. Sie übersetzen kann. Er hat schon das gesagt. Ja, aber das wollte ich nur sagen. Ich weiß, dass Sie die deutsche Sprache lieben, also von daher. Es geht nicht um mich. Es geht um Souveränität. Absolut, ich verstehe es. Ja. Herzlichen Dank. Nicht zu danken. Так, как бриллианты в руке сказали бы непереводимая игра слов. Так, пожалуйста. Нет, вот, наш гость сказал, что его предупредили о том, что нет переводчика с немецкого. Хорошо, кто? Да, а я ответил, что вопрос даже не в переводчике, вопрос в суверенитете. Вот вы знаете, я когда-то был у господина Шрёдера на дне рождения в Ганновере. Так? И там скромно было, достойно. Все говорили по-английски. И даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке. Стыдно. Понимаете? Вот в чем все дело. Уровень суверенитета должен быть внутри. Вот отсюда все начинается. Но, вы знаете, я не хочу открывать эту дискуссию. У нас
вопросы мы должны обсуждать экономического характера.